Здравствуйте, друзья! Значит, в прошлом ролике мы проращивали солод для того, чтобы делать виски. Здесь где-нибудь или где он? С этой стороны. Здесь будет напоминалка. Кому надо, переходите, посмотрите, как мы его проращивали. Значит, сегодня мы будем делать виски на зеленом солоде по красной схеме. Сейчас мы с ящиков, у нас 50 килограмм солода в ящиках. Сейчас этих ящиков пересыпем сюда и на мясорубочке это все дело перемолим. Ну и потом покажем процесс дальше. Смотрите, народ, значит, мы будем делать виски из зеленого солода. То есть вот в этом виде, как он есть, мы его будем перемалывать, по красной схеме мы его будем делать. Мы его будем перемалывать, значит, на мясорубке и потом будем затирать, варить это все дело. И вот этот солод, после того, как вы перемололи, зеленый солод, у него очень короткий срок годности. То есть его практически сразу надо варить. Так что если вы собираетесь делать на зеленом солоде, ориентируйтесь так, чтобы на третий день у вас было свободное время для варки виски. Значит, если вы хотите сделать вот как магазинный солод, который в мешках, чтобы долго можно было хранить, его нужно при температуре 40 градусов высушить, потом отшелушить очень легко, когда он высохнет, вот эти корешочки, росточки очень хорошо отшелушиваются. И продувают потом люди или на ветру, или под вентилятором. На солнце можно высушить летом, ну, во всяком случае у нас на югах. Можно на теплых полах, у кого теплые полы, можно расстелить, как бы при 40 градусах это все дело высушить. Мы будем делать зеленый, мы как-нибудь будем варить односолодовые виски на вот таком солоде, мы по белой схеме, да, на обычном магазинном солоде. Сейчас мы будем по красной схеме, то есть вместе с дробиной это все будем взбраживать, ничего не будем фильтровать. Ну, как делали в старину. Короче, будем делать виски такой. Еще такой момент, какой вот сейчас возникнут у людей вопросы, а какой вы будете делать виски? Шотландский, там, по шотландской какой-то схеме, по ирландской. Суть в чем? Они, в принципе, ничем не отличаются. Раньше в Ирландии делали 3 перегонки, это была их фишка. Но они делали 3 перегонки виски, потому что у них содержание овса было. То есть они вместе с овсом это все делали. Овес давал свой нехороший вкус, скажем так. И для того, чтобы избавиться от этого вкуса овса, они как бы делали 3-ю перегонку. У шотландцев получается очень много виски на копченом торфе, то есть копченые виски на торфе, дымные виски называется. А так, в принципе, суть одна. То есть сейчас в Ирландии тоже 2 перегонки делают, в Шотландии тоже есть не торфяной, ну то есть не дымные виски обычно. Вот мы делаем односолодовые виски, просто односолодовые виски. На базовом получается, на зеленом солоде, никаких мы ничего добавлять больше не будем. Мне интересен вкус непосредственно вот пророщенного самому ячменя, солода зеленого. С корешками. У нас солод немножко я вспышку пропустил, потому что редко переворачивал, и солод поприлипал. Сейчас мы его будем выдирать отсюда с этой тряпки. Народ, у нас небольшой форс-мажор. Вот эта мясорубка бытовая не справляется, забивается по канал подачи. Ну, короче, не молит она ни хрена. Надо либо ручной молоть, либо у меня у друга есть мясной магазин, я с ним сейчас созвонился, короче, поедем там быстро перемолим, потому что у нас вот таких 4 ящика, да, получилось полных. Вот таких 4 солод в объеме прибавил, 4 таких ящика. Быстро перемолим и приедем, вернемся, будем, покажем, будем уже варить виски. А если сейчас не перемолоть, что будет? А сейчас не перемолоть, он живет. Если его так оставить, то можно, колоски пойдут, может быть, потом урожай собирать. А перемолотый тоже, он там сутки ему срок годности. То есть надо, на зеленый солод он требует оперативного вмешательства. Надо либо варить, либо выкидывать. Выкидывать мы его не будем, мы будем варить вкусные виски с ним. Все. Едем молоть. Ты рад, что мы сейчас эти... Да, выездная у нас это танцы с бубнами. Выездной помол солода. Так что такие дела. Что делаем? Перемалываем солод зеленый. Да?
большой мясорубки. Пойдет. Хорошо, когда есть друзья, да? Не говори, большое человеческое спасибо Арсену. Вообще четко. Я не знаю, что бы я делал, если бы не было этой мясорубки. Ну, на ручной мясорубке, на такой. Вот он наш зеленый солод. А, вот этой стороной. Ой, тут пахнет сейчас будет. Да. Запах какой идет, да? Не переборщи. Ну, трехфазный. О, пошел. Лучше по чуть-чуть. Да, по чуть-чуть нормально его засыпаешь, не проталкивая, да, он сам проталкивается. Короче, сколько надо перемелить? 4 вот таких ящика. Только с горкой, этот мы уже высыпали. 4 вот таких ящика. 50 килограмм вообще сложности. Зато виски будет такой запоминающийся, да? Анатолий, а чем вы сейчас занимаетесь? А чем молите? Молю Бога, блядь, Чтоб мы сегодня... Народ, короче, мы сегодня... Смотрите, вот они на блендере молим. Мы сегодня поломали промышленную мясорубку. Нам только что не доверь. Вот оно мололи на мясорубке. Вот, сейчас добиваем то, что осталось блендером. Будем варить виски. Виски быть по-любому, да, Толян? По-любому. Доброй ночи, народ. Здорово, что ты там, что? Да, привет. Привет. Короче, суть в чем. У нас тут варево шипит все. Сейчас расскажем вообще день сначала, как у нас. Вот, когда, оно говорят, вот, когда жопа начинается, вот, и куда уже одеваться. А я тебе говорил, заканчивая после того, как этот... Утром у нас весь сломался. солод пророс в тряпку, мы его выковыривали из этой тряпки. Решили перемолоть зеленый солод на бытовой мясорубке. Никогда этого не делайте, тем более, если у вас 50 килограмм солода. Что там, криво? У тебя еще и петличка слезла. И еще и петличка собака слезла. В общем, мы позвонили другу, у него промышленная мясорубка, 380 вольт. Перемололи, убили, короче, ее. Она, короче, у нас сдохла. Перемололи мы там треть солода. Хотели еще у одного убить, еще одну мясорубку. Он не подписался. Он не подписался. Второй не подписался, да, на это дело. Значит, взяли блендер обычный бытовой, перемолотили, ну еще треть где-то перемолотили на блендере. Нервов у нас сил уже не хватает на то, чтобы... Там сейчас пена 100%. Короче, мы 40% солода нашего засыпали в куб. Не перемалывая. Не перемалывая целый зеленый солод. Мы его сейчас прокипятим хорошо. Ну, сколько высвободится крахмала, высвободится. Потом охладим до 50 градусов, добавим вот этот весь солод, осахаривать будем им, я думаю, хватит его. И покажем температурные паузы, как варить виски, ну, как бы, обратно вернем сейчас. Мы пеногаситель не добавляли, там до жопы, наверное, сейчас пены. А ну. Ну, нормально там, видно? Это у нас пена поднималась. Народ, что касается зеленого солода. Если вы взялись за это проращивать, я никогда в таких объемах не проращивал. Там небольшие объемы, там бытовое все справляется. Там, ну, если вы вот в таких количествах, там 50 килограмм, подумайте хорошо, чем вы будете. Ну, там, если есть бытовая мясорубка хорошая, там, не бытовая, а такая промышленная, там, я не знаю, потому что трехволковая мельница моя для солода, она не справляется. Ну, то есть там получается каша, мука, тесто, оно забивается. Вот этот, как это, дробилка моя, фермер, она тоже не справляется. Короче, вообще вариантов не, мы все перепробовали сегодня, ну, ничего не справляется. Либо сушите его, вот если сушить, вообще идеально. То есть, если есть где высушить, летом во дворе, там, под солнцем, если есть где высушить, отшелушить, он будет вот точно такой же солод, с ним работать, как бы одно удовольствие, никаких проблем не доставляет. На мельнице передробили, или если для виски, для дистиллята по красной схеме, на дробилке, на обычной перемололи, и все, проблем никаких нет. Ну, как бы так. Ну, мы уже упоролись, надо уже как-то, ну, будем варить то, что есть. Но виски получится обязательно хорошие.
Это получилось на мясорубке. А это мололи блендером. Ну, почти похоже. Итак, друзья, время час ночи у нас. 2 часа разваривал солод, Толян уехал домой уже. Ну, как и предполагалось, он не разваривается. То есть вот эта оболочка ячменю не дает развариться. Ну, то есть он цельный. Крахмал внутри, как бы зерно уже такое жиденькое. Не знаю, принял волевое решение. Сейчас вот этот солод в кубе у нас 66 градусов. Я сейчас засыплю весь этот солод, задам 2 температурные паузы. На 90 минут поставлю 65 градусов отсахариваться и 10 минут поставлю на 72 градуса. Выключу это все дело, поеду высыпаться. С утра уже снимем, посмотрим, что у нас там, как осахарилось, какая плотность. Ну, я не знаю, и сделаем йодную пробу, охладим до 30 градусов и внесем дрожжи, покажем вам обязательно это. Такие дела. Просто вношу весь солод туда. Водички мало долил туда. Ну, воды там мало, я сейчас солод, по мере внесения солода, буду смотреть уже по кубу, добавлять воду. Все сыпется из рук уже. Ой, кошмар. Кошмар. В общем, пересыплю, включусь. Ну, бывают и такие варки. Ну, не пошло, оно сразу не пошло. Мы когда ставили солод зеленый, у нас поломался один ящик, не ящик, а этот, бадья вот это внизу. Толя говорит, да может, ну его нахер, не будем заморачиваться, вот это растить. Я говорю, да давай сделаем эксперимент. Ну, в любом случае, ну, делаем, показываем, как есть. Прозрачная у нас водичка, сусло наше прозрачненькое. Итак, народ, время после обеда следующего дня получается. Ну, мы сегодня закончили в 4:20 утра я закончил. Утром на работу надо было бежать, выключил. Сейчас будем охлаждать до 30 градусов и вносить сюда дрожжи. Ну, 2 слова. Вчера просто сумбур был такой с этим солодом. 2 слова по технологии производства виски непосредственно. Значит, по температурным паузам. Вы греете вообще для виски основные 2 температурные паузы. Это 62-65 градусов диапазон температуры. Ну, 63 градуса. Берем среднюю там. 63 градуса это основное осахаривание. Кто-то 60, кто-то 90. Я на 90 минут ставлю осахариваться. И 72 градуса. Вот эти 2 температурные паузы обязательно. При 63 включается бета-амилаза. Расщепляет сахара, при 72 градусах включается альфа-амилаза, разжижает наше сусло. Но я применяю и белковые паузы 45 и 55 градусов буквально по 10 минут. То есть они важны при производстве пива обязательно, при производстве виски это не обязательно, но там расщепляется при этих паузах белок, получается, и выделяются аминокислоты, которые помогают потом нашим дрожжам. Ну, в общем, я их считаю полезными, я их делаю и при варке виски. Значит, смотрите, 10 минут 45 градусов пауза, 10 минут 55 градусов пауза, 90 минут 63 градуса пауза и 10 минуточек 72 градуса пауза. Вот после вот этой паузы 72 градуса я просто все выключил, потому что уже очень хотел спать и пошел спать. Утром на работу, вот сейчас после обеда, ну, вернулся показать. Мы сейчас охладим, дробина вся стремится вниз, сусло у нас прозрачное. Сейчас померяем плотность, какая у нас вышла нашего сусла. Охладим до 30 градусов и внесем сюда дрожжи. Закроем, поставим под гидрозатвор, пусть бродит. Как бы. Вот и вся технология. Возьмем наш сахарометр. Добавим капельку жидкости с нашего сусла и посмотрим. Так, 11 сейчас.
12, 13 ровно. Ну, 13% плотности. Как бы нормально. С учетом того, что мы половину солода целым ячменем, грубо говоря, зеленый солод закинули, не размалывая, и варили 2 часа, мучились. Ну, то есть, какое-то количество крахмала мы получили. Ну, сколько есть, чем богаты, тем и рады. Будем перебродит, будем выгонять то, что есть. Но виски получится очень вкусный. Смотрите, народ, носить я буду дрожжи М1 от Ферментиса. Вискарные дрожжи. Сейчас мы их откроем здесь. Они хранятся, вот у меня герметичный контейнер, после того, как я открываю, я засыпаю полностью сюда и отсюда выгребаю. И ставлю под крышечку. Вот новая пачка, мы как раз начинаем новую пачку. Она герметична, очень хорошо держит. И в холодильнике они у меня лежат. Не портятся ничего. Вот, высыпал драгоценный продукт. Все, народ, значит, отмеряем на 50 килограмм сусла. Ой, на 50 килограмм зеленого солода мы добавим 50 грамм дрожжей М1. Этого достаточно будет. Так, 12. Кофейная чашка, где-то стаканчик потерял свой для дрожжей, который у меня маленький лежит. Так. 38, ну, все. 45 и еще немножечко. Ну давай. Так. Но не хочет он еще 0,2. Пусть будет чуть больше. Все. Сейчас охладим наше сусло до 30 градусов и внесем, просто рассыпем поверху дрожжи. Больше ничего не надо делать. Недавно встречались у нас тут в регионе, в нашем встрече самогонщиков была. Тут меня добавили в группу. Хорошие ребята, всем привет. Всей банде самогонщиков. Вы знаете, с какого региона. Так, снимаем дистиллятор, он нам не нужен. Нам нужна герметичность, чтобы выход был только в гидрозатвор. Поставим сейчас сюда заглушечку, закроем кружку, задраем все люки, короче. И выпустим шланг в гидрозатвор, все будет нормально. Все. Это куда-нибудь здесь пусть лежит, пока потом уберу. Ты меня снимаешь? Прикольно. Я думал гидрозатвор. Сейчас нальем сюда сейчас спиртягу, чтобы у нас ничего не прокисло, никакая зараза. Если она туда попадет, она опьянеет и будет там плавать. Короче, дальше в куб она не пойдет. Есть, готово. Итак, народ, мы охладили наше сусло. Значит, у нас 33 градуса. Ну, сейчас потихонечку добавим. Вода еще проливается. Пока добавлю, уже с дрожжами ничего не будет. Остынет градусов до 28, до 30, выключу подачу воды и как бы оставлю бродить. Просто берем наши 50 грамм дрожжей и рассыпаем их поверху. Сейчас мешалочка помешает, они сами нормально разбродятся, ничего не надо их там регидрировать. Работают они прекрасно. Ну все, сейчас закроем крышечку. Люк задраем. Ну и будем ждать, как отбродит, будем перегонять. Покажем вам процесс.